и я сегодня хотел бы рассказать о проекте, который мы строим. Он называется DeFi Markets. Это будет целая экосистема в мире DeFi, которая будет позволять пользователям взаимодействовать с продуктами экосистемы без прохождения всяких регистраций, KYC и прочих ненужных бюрократических процедур. Этим и хорош DeFi сектор, потому что любой человек из любой страны может им пользоваться, только подключив свой кошелек. И это очень важный момент ввиду нестабильной политической обстановки в мире. Санкции, ограничений, регулирования со стороны правительств разных стран. А крипторынок задумывался, я думаю, наоборот, как некая свобода от всяких ограничений. Перейдем к перечислению продуктов, которые будут в нашей экосистеме. Первое. Это свапалка, агрегатор с множества других дексов для покупки, обмена токенов. Второе. Это пулы ликвидности будут, с помощью которых можно зарабатывать комиссии, предоставляя свою ликвидность. Стейкинг, опять же для заработка на активах, которые у вас есть. Будет еще четвертое, 3 разновидности лаунчпадов. Позже я подробнее расскажу о каждом из продуктов. Пятое, это будет лендинговый протокол. Это место, где вы также можете зарабатывать проценты на свои активы или брать в долг другие активы, оставляя в залог свои. Шестое, будут структурные продукты. Это аналог доверительного управления, как в банке или хедж-фонде, где вы можете положить свои деньги и получать проценты, ни о чем не думая. Седьмое, фьючерсная маржинальная торговля. По сути, это будет биржа, только без спотовых активов. Спотовые активы вы можете у нас приобретать в разделе свапа, также на платформе. Восьмое, будут мосты для переводов активов между разными сетями. Потом девятое, покупка криптовалюты за фиатные деньги. Вы сможете у нас прямо на платформе купить криптовалюту без всяких там P2P обменов и других трудностей. Пока эта возможность будет для всех, кроме РФ, но мы над этим работаем. Возможно, к моменту запуска платформы мы придумаем какую-то схему, чтобы картами РФ тоже можно было расплачиваться и менять на крипту. А вот из таких продуктов будет состоять наш проект. Я думаю, что это неплохо. Теперь перейдем к рассмотрению того, а зачем он все-таки нужен и какую проблему решает. Первое. Сейчас, как вы знаете, существует множество сетей, в которых множество разных протоколов, и многие из этих протоколов имеют максимум 3-4 продукта из нашего списка, то есть которые у нас будут на платформе. И то они могут работать не во всех представленных сетях, которые будут у нас. А у нас будет на платформе более 15 сетей. То есть у нас будет мультисетевая платформа. То есть пользователю сейчас приходится под разные свои задачи использовать несколько протоколов, что не всегда удобно. И вообще можно забыть, что положил какие-то активы там в протокол. А при использовании нашей экосистемы большинство задач можно будет решать в одном месте. Второе. Если вы не хотите, допустим, регистрироваться на CEX, проходить KYC по каким-то причинам, например, думаете, что они небезопасные, могут, допустим, обанкротиться, как FTX, или у них начнутся проблемы с регулирующими органами, или введут санкции против какой-то страны, и у вас заблокируют аккаунт, как было на Binance, или биржу взломают и украдут некоторые активы, и вы несколько месяцев не сможете их вывести с биржи.
Это вот недавно был случай такой на BingX. В общем, с CEX тоже проблем хватает. И не забывайте, что на CEX вы торгуете, допустим, на спотовом рынке не настоящими активами, а это просто строчки из базы данных. Если все пойдут выводить активы с CEX бирж, ну, допустим, что-то там с одной из них произойдет, и люди побегут в панике выводить из всех бирж активы, то в необходимом объеме их не окажется. Чтобы биржи там не говорили про обеспечение, у них нет такого объема ликвидности, какой у них в базе данных числится. В то же время на DEX вы всегда торгуете только реальными активами, которые у вас есть или у других людей. Если даже с протоколом что-то случится, ну, кроме взлома, конечно, то вы всегда сможете забрать свои активы из протокола. Рассмотрим еще один вариант. Вы, допустим, новичок в криптоиндустрии, наслушались всяких блогеров, что скоро альт-сезон и нужно покупать активы. Только они обычно не рассказывают, когда начнется этот альт-сезон, и что до него может пройти еще там 1 год или 2 года. Имеет смысл в таком случае тоже воспользоваться нашей экосистемой и использовать все это время свои активы и получать доход. И в зависимости от инструментов вполне можно за год свой портфель увеличить на 10-40%. В зависимости от инструментов, которые будете использовать. А за 2 года это уже будет там от 20 до 80%, что очень даже хорошо, чем они просто будут ваши активы лежать там в кошельке или там, допустим, на CEX бирже. Разберем пример, что вы послушали блогеров, и они вам рассказали, что на ваш портфель вы можете там в альт-сезон получить X10. И вы вложили в это $1000. При этом просто активы положили в кошелек или на биржу. Наступил альт-сезон, и вам повезло, и вы, допустим, сделали свои X10 и заработали там 10 тысяч долларов с 1000. А что было бы, если бы этот год активы не хранили на кошельке, а использовали там у нас в экосистеме и получили среднюю годовую доходность около 30%. У вас тогда после альт-сезона уже было бы не 10 тысяч долларов, а 13. Соответственно, вы бы получили на 30% больше. Согласитесь, что это практически бесплатные деньги. А если бы альт-сезон не наступил 2 года, а не 1, это можно было бы заработать еще больше. Еще один вариант использования платформы. У вас там, допустим, большой портфель активов, которые вы не собираетесь продавать в течение нескольких лет. Вы можете у нас разместить их на прибыль, докупать еще больше активов в портфель. А за несколько лет, если при условии реинвестирования, то это уже будет довольно-таки большой процент прибыли. Давайте еще один вариант рассмотрим. Вы не разбираетесь в крипторынке и не хотите, но у вас очень много денег. И вы не хотите получать маленький процент по депозиту в банке. То также у нас можете получать доходность в несколько раз больше, чем в банке. Причем в долларах. Еще один рассмотрим вариант. Вы самый умный, у вас есть доступ к кредитам под маленький процент в банке в долларах. Вы берете кредит, допустим, под 7%. Кладете стейблкоины в пулы ликвидности или в стейкинг с доходностью 12, от 12 до 20% годовых. Итого, если у вас там кредит в банке под 7%, а вы
разместили деньги от 12 до 20%, у вас останется разница от 5 до 13%. Ну, то есть, по сути, опять же, бесплатные деньги. Еще один вариант использования. Вы сидите, ждете, допустим, альт-сезон, у вас уже набран полный портфель, а тут на рынке происходит еще одно падение, либо выходит какой-то новый токен, который вы хотели купить, но денег у вас уже нет. Ну, это опять же не проблема. Можете зайти к нам в лендинговый протокол, заложить свои активы, выбрать процент риска, взять под них кредит, ну, займ в стейблкоинах, и еще докупить те активы, которые вы хотите. В общем-то, у нас получается на платформе любой пользователь найдет для себя необходимый ему продукт. В следующем видео я еще расскажу подробнее про каждый продукт, как он будет работать, чем он будет отличаться от существующих на рынке. И это будет интересно. И вы поймете, какой смысл в нашей платформе, экосистеме. И что таких проектов сейчас на рынке по сути нет. Поэтому ждите вторую часть видео, где я вам все подробно расскажу. Всем пока.